Это видео вышло благодаря поддержке наших патронов. Детали в описании. Как говаривал наш небезызвестный соотечественник Лев Николаевич Толстой, искусство есть заражение чувствами других людей. Быть может, далеко не все художники грезят высечь свое имя на скрижалях мировой истории, однако нет и не найдется на свете творца, который не стремился бы подарить окружающим частичку себя. Личность Акиры Куросавы прекрасно подходит под оба критерия проникновенного созидателя. Этому японскому режиссеру удалось закрепить за страной восходящего солнца статус конкурентноспособного поставщика качественного авторского кино. Более того, его методы съемки благополучно ушли в народ и по сей день восхваляются как независимыми киноделами, так и кинематографистами с мировым именем. Визуальный стиль Куросавы для меня строгий и уникальный. Неудивительно, что разработчики из Sucker Punch решили вооружиться постановочными приемами Куросавы, дабы создать аутентичный самурайский боевик Ghost of Tsushima. Правда, сотрудники студии не просто вдохновлялись отдельными техническими решениями, а полноценно внедрили элементы киноязыка Акиры непосредственно в механики «Призрака Цусимы». Как такое вообще возможно? Соединить такие, казалось бы, не похожие друг на друга семантические категории? Насколько жизнеспособен гармоничный симбиоз игрового процесса и киноязыка? Каковы характерные особенности последнего на фоне нерушимых постулатов геймдизайна? И почему творчество Акиры Куросавы так ценят профильные специалисты по всему земному шару? Об этом и о многом другом вы узнаете в нашем новом эссе о Ghost of Tsushima, проекте, что стремится расширить границы интерактивного искусства за счет арсенала кинематографистов. Первая половина этого ролика будет посвящена вовсе не игре, но киноязыку, личности Акиры и тому, чем был японский кинематограф до и чем стал после Куросавы. Ну а следом мы, экипированные этими знаниями, приступим к более предметному разбору Цушимы. Автор текста Сергей Чацкий, а у микрофона закадровый Дмитрий Зубарев. Приступим. Прежде чем мы окунемся в исторические экскурсы и перейдем к анализу игровых механик Ghost of Tsushima, нам необходимо изучить определение киноязыка и взглянуть на это понятие с академической точки зрения. Разобраться, что это такое и зачем вообще делать попытку анализа киноязыка в видеоигре. Согласно семиотической теории советского литературоведа и культуролога Юрия Лотмана, киноязык представляет собой систему знаков, которыми съемочная группа оперирует для передачи информации зрителю. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство – это высшая форма интеллектуальной деятельности, это тяжелая работа. Кстати, когда мы приучаем в силу недомысла нашего, особенно кинопроката, зрителя к легким фильмам, мы его отучаем от кинематографа вообще. С одной стороны, образы на экране воспроизводят предметы и явления из реального мира. С другой, они наполняются добавочными определениями метафорического и символического характера. Это происходит за счет таких кинематографических явлений, как монтаж, музыкальное сопровождение, жонглирование планами, освещение, движение камеры и сценарий. Иными словами, каждый элемент кадра несет в себе вполне конкретное значение и функционал. Зритель различает эти знаки и сопоставляет между собой за счет житейского опыта и сравнения кинематографических клише, ранее виденных в других фильмах. Данное правило распространяется не только на спецэффекты, но и на драматургическую составляющую. Это роднит киноязык с языком в качестве лингвистической системы. Подобно тому, как мы делаем нашу речь осмысленной и понятной окружающим за счет составления предложений, употребления идиом и расстановки интонаций, язык кино состоит из множества структурированных единиц, составляющих целостную картину во взаимодействии друг с другом, но не работающих поодиночке. Аудиовизуальные искусства, в том числе и завязанные на интерактивности, принято называть синтетическими.
То есть они вбирают в себя элементы различных культурных сфер, как живопись, театр, литература и музыка. Следовательно, при переносе киноприемов в виртуальное пространство они вызывают схожее ощущение и эмоциональный отклик. Вспомните хотя бы научно-фантастические интерьеры космической станции Севастополь из Alien Isolation. Они воссозданы с титаническим вниманием к деталям, будь то знакомые по оригинальным фильмам ретро-футуристические компьютеры или ослепительно-белые стены кают-компании. Не меньше поражает то, насколько тщательно британцы из Creative Assembly имитируют саунд-дизайн чужого Ридли Скотта, начиная тягучим эмбиентом и заканчивая аутентичными рыками самого ксеноморфа. Мы можем смело оценивать постановку катсцены и игровой процесс, исходя из опыта просмотра различных кинолент или сравнивать сюжеты масштабных RPG с бумажными книгами. Ведь учение о геймдизайне является прямым продолжением науки о киноязыке и во многом на ее наработки смело полагается. Верно, Геральт? Да, полагается. Исторический экскурс. В безумном мире только сумасшедшие мыслят здраво. Акира Куросава. У некоторых из вас мог возникнуть вполне закономерный вопрос. Кто же он, Акира Куросава? Чем знаменит, какой вклад внес в мировой кинематограф и почему Sucker Punch решили вдохновляться именно его картинами вместо десятков других талантливых постановщиков из Японии? Давайте разбираться. Эта история положила свое начало в марте 1910 года. Тогда в семье школьного директора Исаму Куросавы рождается 8-й по счету сын. Нареченный именем Акира, что в переводе с японского означает «яркий» или «чистый», мальчик с ранних лет проявляет интерес к искусству. Отец семейства разделяет интересы отпрыска и активно прививает ему любовь к литературе, живописи и кино, что сподвигает младшего из рода Куросавы пойти в художественный колледж. Правда, попытка поступить в профильное учебное заведение оборачивается неудачей. Юноша долго ищет себя, пока судьба не приводит его на киностудию Photo Chemical Laboratories, что в будущем будет именоваться Toho Studios. Там 26-летний Куросава занимает должность помощника режиссера Кадзера Ямамото, главного из пионеров японского кинематографа. К 40-м годам Акира, умудренный опытом работы в поле, получает добро на производство собственных картин. Оказавшись в режиссерском кресле, новоиспеченный постановщик снимает костюмированное кино, заводит новые знакомства и обкатывает технические приемы, даже не догадываясь о том, насколько сильно перевернется его жизнь спустя всего-то пару лет. В 1950 году свет увидел «Расёмон» – лента в жанре дзидайгаки. Так называют японские исторические драмы, события которых разворачиваются до наступления эпохи Мэйдзи. Картина не только порадовала зрителя новаторским для своего времени нарративом, но и выбралась далеко за пределы страны восходящего солнца. Видите ли, до этого момента японские кинематографисты редко мелькали на Западе, а зарубежные критики несправедливо принижали достоинство их фильмов. Всему виной чрезмерный консерватизм, присущий большинству азиатских постановщиков. Они отказывались от рискованных концептов в пользу традиционных сюжетов с ярко очерченными границами добра и зла. В той же Японии на продакшн влияли даже повседневные обычаи. К примеру, режиссер Ясудзиро Одзу, известный своими бытовыми мелодрамами, устанавливал камеру на высоте приблизительно 80 сантиметров над землей, имитируя взгляд с точки зрения человека, восседающего на татами, плетенных матах, которыми японцы обычно застилают полы. Роль монтажа в его работах была сведена к минимуму, чтобы наблюдение за продолжительными планами напоминало процесс неспешного чтения горизонтальных свитках на родине кинодела, известных как эмо-кимоно.
Кроме того, среднестатистического европейца наверняка смутит гипертрофированное поведение актеров в кадре. Присущие японскому кино переигрывания и импульсивная жестикуляция уходят корнями в богатый на сценические условности традиционный театр кабуки, чьи вычурные постулаты беспрекословно соблюдаются даже на съемках современных дорам. Тем не менее, Куросава, возвращенный на американских фильмах, в особенности на классических вестернах, решил отойти от жестоких догматов японского кинопроизводства и совместил восточную эстетику и самурайский колорит с веяниями западной культуры. Итог: Рассёман получает золотого льва на Венецианском кинофестивале, забирая статуэтку «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и подталкивает Акиру на новые свершения. Совершение, впоследствии вдохновлявшее великое множество голливудских светил, будь то братья Коэн, Мартин Скорсезе или Стивен Спилберг. Мост между Востоком и Западом. В те времена сложно было представить, что образовавшийся к середине 20 века культурный пробел между Японией и Западом в мгновение ока будет устранен силами одного единственного кинодеятеля. Куросава решил бросить вызов аскетичным нравам далеких предков, не одну сотню лет пребывавших в изоляции от внешнего мира. Режиссер смело заимствовал идеи у зарубежных коллег и умело адаптировал эти наработки для домашнего проката. Он снимал кино на стыке двух культур, удобоваримое для большей части аудитории, так еще и филигранно выполненное в техническом плане. Потому его методики эксплуатировали видные режиссеры по всему земному шару. Посудите сами. Джон Стёрджес перенес действие «Семи самураев» из эпохи Адзути Мамаяма на американский Дикий Запад «Великолепной семерки». Серджио Леоне разрабатывал долларовую трилогию с оглядкой на телохранителя, а первые черновики «Новой надежды» небезызвестный Джордж Лукас набросал аккурат после просмотра «Трех негодяев в скрытой крепости». Куросава экранизировал Достоевского с Горьким и перенес действие шекспировских пьес в феодальную Японию. Куросава вдохнул новую жизнь в застарелый жанр самурайского кино и закрепил устойчивые образы суровых восточных воителей в умах и сердцах массового зрителя. Он никогда не прекращал экспериментировать с форматами съемки в век монохрома и охотно ударялся в авангардное визионерство с переходом на цветную пленку. 57 лет в обнимку с кинокамерой, 30 полнометражных фильмов и уму непостижимое число последователей. Куросава вдохновлял, вдохновляет и будет вдохновлять. Неудивительно, что самая японская видеоигра этого года Ghost of Tsushima от не совсем японских разработчиков из Sucker Punch Production во многом отсылается к иконическим творениям Акиры Куросавы. Среди ярых поклонников творчества режиссера засветились сооснователь студии Брайан Флеминг, арт-директор Джейсон Коннелл и их прямой начальник в лице Нейта Фокса. На каждом интервью, посвященном разработке «Призрака Цусимы», ключевые члены студии возносили Куросаву в качестве главного вдохновителя и незримого духовного наставника. Особенно в фильме «Семь самураев», который для меня эталон образа самурая. Есть эти элитные воины, проявляющие огромное уважение к окружающим и имеющие огромное уважение. Они самоотверженно сражаются сердцем так, как вы не увидите ни в одном западном фильме со сражениями на мечах. Когда я был ребенком, я день и ночь смотрел «Великолепную семерку». Да, мы любили... Я любил этот фильм. И тогда в один день отец сказал: «Хорошо. Вот тебе настоящая история. То, на чем это основано». И достает «Семь самураев». Да, Куросавы. И я влюбился. Даже черно-белый цветофильтр с характерным аналоговым зерном и пленочными шумами к итоговому продукту прикрутили. Разумеется, предварительно обговорив его присутствие с законными представителями покойного режиссера. Все вопросы относительно источников вдохновения американской студии отпали сами по себе.
Однако не такой уж и давний релиз самурайского экшена натолкнул нас на примечательную мысль. Банальными референсами здесь явно не ограничились. Ghost of Tsushima – случай своего рода уникальный, ведь проект не упивается одним только визуальным цитированием фильмов маэстро. Это значительно влияет на то, как геймеры воспринимают цифровую Цусиму и насколько велико их желание ее исследовать вне зависимости от ряда вторичных механик и вороха блокбастерных условностей. Как именно хрестоматийные приемы кино полувековой давности применяются в образцово-показательном консольном боевике от третьего лица? Давайте это выясним, попутно анализируя то, насколько эффективно Sucker Punch внедряет постановочные решения Куросавы непосредственно в геймплей. И кто знает, быть может, мы лишний раз натолкнем вас на мысль о внеплановом ночном марафоне фильмов Акиры. А почему, собственно, и нет? Поэтика в движении. Первой точкой соприкосновения Ghost of Tsushima с избранной фильмографией автора «Семи самураев», «Трона в крови» и «Рана» становится движение. Куросава привык визуально насыщать каждый свой план, будь то долгий многофазный прогон или череда быстро сменяющих друг друга кадров. В динамичных эпизодах режиссер прибегает к выстраиванию сложных актерских ансамблей и утрированной пластики действующих лиц, чтобы разнообразить изображение и придать действиям персонажей надлежащий драматический эффект. Посмотрите, к примеру, на то, как персонаж Тасира Мифуне навязчиво поддергивает плечом в телохранителе, дабы зритель выделял его среди прочих героев в однотипных костюмах. Или понаблюдайте за поведением десятка пациентов лечебницы доктора Ниида из «Красной бороды». В таком подходе много театральности и даже балетности, однако именно благодаря этому ленты Акиры получаются настолько яркими и экспрессивными. Статичные сцены, в особенности диалоги, дополняются погодными эффектами и хорошо различимым мельтешением сторонних объектов где-то на фоне. Обратите внимание и на то, как Куросава берет чувства действующих лиц и переносит их на задний план, а порой и в самую гущу выстроенной композиции. Беседу в трактире будет сопровождать проливной дождь, ведь на молчаливую похоронную процессию обязательно разбавит витающий в воздухе пылью и силуэтом боевого знамени, что колышется вдали, а панорамный пробег по рынку обязательно заведет главных героев поближе к неестественно оживленной толпе. У Куросавы тяжело найти кадры, обделенные наличием, казалось бы, необязательных двигающихся объектов. Именно по этой причине постановщик любил применять телевизионную длиннофокусную оптику диапазоном от 35 до 50 мм. Такое оснащение сжимает внутрикадровое пространство и подчеркивает перемещение активных объектов, будто бы мы запускаем VHS-кассету в режиме перемотки. Разумеется, разработчики из Sucker Punch не прибегали к использованию аналоговых камер и анаморфных объективов. Их орудием в создании эффекта Куросавы выступил собственный движок, отлично справляющийся с потоковой загрузкой текстур, а также приспособленный для удобной генерации ландшафтов. Программисты используют более простые ассеты для прогрузки рельефа и природных объектов, нежели те, что использовались командой при создании урбанистических пейзажей Infamous. Соответственно, чем меньше усилий консоль требует на обработку бескрайних полей Цусимы, тем больше движущихся частиц со стороны можно задействовать одновременно. По сюжету Ghost of Tsushima протагонист Дзин Сакай теряет больше половины боевых товарищей, но все равно продолжает защищать родную Цусиму от монгольских оккупантов подпольными методами. Войска противника рассредоточились по всему острову, так что главному герою приходится много и подолгу скакать по острову на лошади в поисках приключений на свою катану. Sucker Punch могли уподобиться прочим студиям и возложить все логистические проблемы Сакая на Fast Travel. Однако разработчики прикладывают максимум усилий для того, чтобы геймер задумывался о функции быстрого перемещения как можно реже.
Они стремятся вызвать у аудитории эстетическое наслаждение от мытарств по охваченным войной, таким живописным японским землям. Под ногами звучно шелестят полевые цветы, кроны деревьев качаются в такт медитативной музыки Сигеро Умэбаяси, из-за горизонта виднеется косяк перелетных птиц, а пенные волны увесисто бьют о побережье. Если на экране не происходит ничего, представляющего исключительно геймплейную ценность, кадр всегда насыщен движением. Даже если вы вдруг решите добрых 5 минут постоять на склоне и залипнуть на очертания заснеженных гор, то будьте уверены, статичной картинки вы не получите. В момент путешествия разработчики выводят на первый план диегетический интерфейс, индикаторы просто-напросто исчезают, открывая перед нашим взором неприлично красивые виды на японскую природу. Место радара занимают сочно отрисованные порывы ветра, к вопросительным знакам может подвести пробегающая мимо леса или удар молнии неподалеку. Каждое мгновение в Ghost of Tsushima полновесно и преисполнено естественной красотой. Поэтому моменты, обычно пробивающие на зевоту в других проектах с открытым миром, с легкой подачи Sucker Punch оборачиваются приятной глазу визуальной медитацией. Раз уж приемы Акиры помогают не заскучать в мирных мгновениях, то вы наверняка сами догадались о том, какое постановочное великолепие происходит во время поединков. Самурайская дуэль под аккомпанемент опадающей листвы или посреди пруда, усеянного бумажными фонариками. Ночная стелс-вылазка в окружении светлячков и в гармонии с ветром, вздымающим пыль с проселочной дороги. Повелитель стихий. Но не одним только подходом к организации внутрикадрового движения примечателен киноязык Куросавы. Ведь недаром современники назвали Акиру повелителем стихий. Погодные явления занимали важную нишу в его произведениях. Режиссер возвышал природу над человеческим существом и повсеместно использовал погоду как инструмент усиления истории. В «Семи самураях» и «Расёмане» дождь работал не только для создания красивой картинки, но и рифмовался с разрушительными баталиями или подчеркивал эмоциональную нестабильность героев. Грандиозный пожар из рана помогал прочувствовать напряженную обстановку, окружающую древний клан, что страдает от междоусобной войны. Ну а эффектное взаимодействие со снегом вжить или использование тумана в трон в крови лейтмотивом проходили через повествование, акцентируя внимание зрителя на душевном смятении персонажей. Пейзажи Куросавы – полноправные участники событий его фильмов. Художники Sucker Punch поддерживали эту позицию, так как особое место в арт-дирекшене Ghost of Tsushima занимает проработка окружения. Всего в игре представлено 3 больших региона и более 40 непохожих один на другой биома. Непроходимые болота, бамбуковые рощи, холмы, обрамленные закатом, и безграничные луга. Куда ни глянь, так и хочется спрятаться в высокой траве и сочинить пространное хокку. Студия намеренно отказалась от дотошного воспроизведения реальной Цусимы. Для каждой локации были использованы уникальные цветовые палитры, равно как и флора с фауной. Команда даже выезжала в Японию, дабы провести фотосканирование местности и записать звуки природы с пением птиц. Но, несмотря на это, здешние просторы отказываются подчиняться законам нашего мира. Поскольку пестрые биомы не могут располагаться в такой близости друг от друга ни в Японии, ни где-либо еще. Разнообразить живописные экскурсии по стране восходящего солнца призвана и система динамической смены погоды. Ливни, ураганы и переменные солнечные фазы выглядят впечатляюще даже на закате текущего поколения консолей. Кроме того, в соответствии с лекалами Куросавы, погода в «Призраке Цусимы» дополняет историю Дзина.
Чем активнее герой отказывается от открытых столкновений с монголами и забывает о кодексе чести самурая в угоду боевой эффективности, притворяясь заправским шиноби, тем более неспокойной становится погода на острове. Ghost of Tsushima постоянно напоминает геймеру о том, что пренебрежение основными параграфами Бусидо неизбежно влечет за собой личностные изменения и банально помогает адептам плаща и кинжала эффективнее расправляться с противниками из тени. Деконструкция образов и идеалов. Картины Куросавы горячо полюбили на Западе, в первую очередь потому, что они были верны одной из главных черт модернизма – совмещения несовместимого. И побольше омажей в сторону русских литераторов да английских драматургов. Заставить героев шекспировского короля Лира оголтело рубить друг друга катанами – расплюнуть. Превратить князя Мышкина из экс-резидента европейской клиники военнопленного – получите и распишитесь. С подачи Акиры полузаброшенные городишки периода революции Мэйдзи становятся похожими на пустынное захолустье из вестернов Джона Форда и сражаются в тех местах соответствующим образом. Под полуденным солнцем с напряженными переглядываниями и кульминацией в виде молниеносного поединка, когда всего лишь один удар решает исход всей потасовки. Со смертью, слоумо или с демонстрацией бьющей из открытой раны крови. Все как у Тарантино, но гораздо раньше, чем Квентин перестал ходить под стол. Деконструкции подверглись не только внешние атрибуты традиционных дзидай-гекки. Куросава подверг сомнению идеалы самурайского сословия, превратив одних героев в жадных до наживы ронинов, а других в смекалистых хитрецов, что не чураются бить из-под тишка и строить сложные тактические схемы вопреки законам честного боя. В Ghost of Tsushima схватки столь же резкие и круто сваренные. При встрече с отрядом монголов мы вольны вызвать самого смелого из них на зрелищный ковбойский стендофф на мечах, а после стильного разрубания выскочки пополам пуститься в пляс супротив его товарищей. Или же отказаться от танца саблями в духе Бэтмен Архам и Assassin's Creed в пользу скрытного устранения оккупантов с применением арсенала неуловимого ниндзя, прямо как в Тенчу. Стоит отметить, что важнейший моральный конфликт Ghost of Tsushima также завязан на переосмыслении Дзином идеалов его предков. Партизанская деятельность формата 1 против 1000 никак не вяжется с традиционными понятиями о чести и достоинстве в кругу близких родственников главного героя, а именно его дяди и покойного отца. Последний, к слову, даже не стесняется являться протагонисту во снах, конечно же, в поучительных целях. Так что же важнее, принципы или выживание, милосердие или победа в войне? Трансформация молодого Сакая из самурая-идеолога во фронтовика-приспособленца перекликается с сюжетными каркасами Куросавы. На родине режиссера часто порицали за демонстрацию жестокости и размытия границ светлого и темного, если дело касается изображения последователей Бусидо. Созидая монументальное. Куросава не считал себя воятелем зрелищного кино. К своим детищам он применял эпитеты «созидательный» и «философский». Экшен экшену рознь. Масштабные бои и красочное фехтование в полотнах Акиры соседствуют с размышлениями о насилии и саморазрушении, как о неотъемлемой части человеческого мироустройства. Потому все без исключения работы режиссера преисполнены медитативными эпизодами, побуждающими зрителя расслабиться и предаться томным думам о сущности бытия. Аналогично работает открытый мир Ghost of Tsushima. Одумайтесь, импульсивные спидранеры и шебутные охотники за ачивками. В этой игре некуда спешить. Львиная доля удовольствия от изучения призрака Цусимы кроется в созерцательной деятельности. Нет смысла, сломя голову, нестись к следующему сюжетному заданию, когда на здешних территориях раскидан вагон и маленькая тележка занятных второстепенных активностей.
Причем, если в тех же песочницах от Ubisoft они представлены в качестве рутинного собирательства перьев до сундуков, проект Sucker Punch маскирует унылый грин под паломничество к сокрытым святилищам и купание в горячих источниках. Любо-дорого застать цветение сакуры или прогуляться по деревне, окутанной плотным туманом под аутентичную музыку Умэбаяси, отсылающую к мотивам Фумие Хаясаки, штатного композитора Акиры. Тем более, что местность Ghost of Tsushima выстроена в соответствии с визуальным кодом цветного Куросавы. Будучи почитателем немецких киноэкспрессионистов 20-х годов в лице Фрица Ланга и Фридрика Мурнау, талантливый японец воспевал эстетику черно-белой графичности, основанной на манипуляциях со светотенью и выразительности контуров. Ни для кого не секрет, что приход эпохи цветного кино сильно ударил по творческим планам Куросавы, блюстителя монументального монохрома. Постановщик долго пытался приноровиться к инновационной технологии и не придумал ничего лучше, чем продолжать снимать экспрессионистское кино вне двухцветного формата. Оттого поздние картины маэстро отдают сюрреализмом. Воздвигнутые декорации и расшитые костюмы хоть и выглядят несколько олиповато, но чертовски притягательны. А теперь вновь посмотрите на пестрые биомы Цусимы от Sucker Punch. Ярко выраженные оттенки и палитра, взятая будто бы не от мира сего, напоминает Дерсу Азале, Кагемуся и под стук трамвайных колес. Конец настал, душа исчерпана до боли. Наследие одного из самых значимых режиссеров прошлого века значительно повлияло на восприятие «Призрака Цусимы». Конечно же, не одним только Куросавой вдохновлялись трудоголики и Sucker Punch. В их детище заметны элементы стиля Кихати Акамото, Масаяки Кобаяси и многих других именитых режиссеров. Однако мы ни разу не соврем, если скажем, что именно видение Куросавы сыграло ключевую роль в формировании облика этой красочной экскурсии по стране восходящего солнца. Постановка Ghost of Tsushima отвечает всем стандартам японского визионера, чьи черно-белые ленты могут посостязаться в зрелищности даже с современными киноаттракционами. Объектив здешней виртуальной камерой способен уловить и силу ветра, что колышет высокую траву вдоль рисовых плантаций, и утонченность лунного света, отплясывающего грациозные вальсы над выжженным дотла полем брани. Присущие фильмам Куросавы мотивы неистовой силы природы в «Призраке Цусимы» сочетаются с выверенными до миллиметра внутрикадровым монтажом, а созерцательные эпизоды органично вплетаются в формулы экшена от третьего лица. Более того, помимо заигрываний с эстетикой винтажного кино, Sucker Punch отрабатывает сценарные техники Акиры, не забывая и о ненавязчивом символизме азиатского образца. Ghost of Tsushima – породистый проект. В нем киноязык признанного мастера самурайского вестерна гармонично сочетается с графической составляющей и игровыми механиками. Потому-то и не получается всерьез смотреть на негативные отзывы, хающие приключения Сакая за вопиющую вторичность и отсутствие собственного лица. Никакие аванпосты и бесцельные блуждания по живописной Цусиме не затмят стараний команды Sucker Punch. Это достойный финальный аккорд в лебединой песне PlayStation 4, пускай и не дотягивающий до уровня систем-селлера. Зато там можно невозбранно включить японскую озвучку, активировать тот самый черно-белый Куросава мод и отправиться на захватывающую фотоохоту, перемежаемую залихватскими самурайскими побоищами. И никакого саке не надо. Ну, а большего прожженному синефилу или геймеру с замашками искусствоведа для счастья в целом и вовсе не нужно. А вот что в действительности нужно, так это ваша обратная связь в комментариях под видео, а именно лайк, комментарий, подписка и колокол. Благодарим вас за просмотр, а наших спонсоров за спонсирование канала и поддержку. Отдельное спасибо адресуем следующим людям:
Вова Стельмощук, Андрей Хлыстун, Ахиллес, GSXR, Никита Бронников, Драйвер Нефи, Ирина Тендер, Бедный Ежик, Сергей Лайформ, Хорь Нарнов, Яр Бирзул, Предводителев Артем, Санвеев, Иксфтер 16, Илья Мешков, Бла-Бла, Джерон, Валерий Михалапов, Роберто Панчвидзе, Андрей Казаков, О12О12О, Ангелина Хейли, Мистер С, Шаман, Ценей, Чекунаев Влад, Павел Тумаев, Дмитрий, Игорь Керничный, Денис Щукин, Ибрагим Баташев, Иван Ткачев, Лисидмал, Валентайн, Буза Ник, Гибкий Рафик, Адам Забродский, Лекс Дарлок, Денис Романов, Корвин, Симеон Шварц, Аликато, Нордрон 92, Косков Андрей, Бузницкий Влад, Савастьянов Иван, Константин Ильяш, Тимур Галимов, Армии Вульф, Дартаан, Хемик, Михаил Шумилов, Пол Грейсон, Ренот, Ви-3945, Виктор Трофим, Александр Почасов, Алексей Рыбкин, Андрей Орлов, Ваня Ковалев, Василий Тунев, Вениамин Ткачев, Владимир Черепанов, Владислав Красильников, Григорий Ревенко, Евгений Земцов, Иван Галендухин, Константин Александров, Максим Кузьмин, Михаил Солдатов, Саша Ильин, Спирит Хероу, Юрий Лапшин. К слову, если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе. И как обычно, не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч!